Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что ждете прямые эфиры и новые выпуски. Андрей Тележенко прямо сейчас со мной на связи. Андрей, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, зрители. Давно не виделись. Всегда приятно быть у вас в гостях. Действительно, очень много вопросов, как говорится, по вашей кафедре про Америку. Ситуация с Ближним Востоком обязывает ее обсудить, потому что переговоры с Европой и такой непреклонный Трамп, кажется, дает заднюю. Западная пресса пишет, что-то он какой-то нерешительный в отношении начала бомбардировок по Ирану. Сам Трамп выходит, говорит, они вообще ничего не понимают, что у меня в голове. Будем разбираться, что в голове у Трампа. На задворках остается Украина, информационных прежде всего. Но, собственно, тут как бы процесс идет. Да? Сегодня очередной обмен, о котором договорились в Стамбуле, что, собственно, как бы ни шатка, ни валка нас тоже ввергает в определенную, скажем так, канву вот этих стамбульских договоренностей. Ну и заявление Путина, конечно, обсудим, которое вот свежее, там и питерский форум проходит, и, соответственно, тоже перспективы подписания некоего договора тоже будем обсуждать. Значит, я всех призываю ставить лайки, я всех призываю активно участвовать в нашем сегодняшнем эфире, поэтому, как говорится, милости прошу, если работает QR-код, который видите возле меня, это возможность никого не ждать и написать свое мнение на экране. Голосуйте, пожалуйста, в опросе нашего сегодняшнего эфира и оставляйте заранее вопросы для Андрея в клубе зрителей и в сообществе YouTube. Также всем большая благодарность за то, что пользуетесь суперстикерами, суперчатами, суперкомментариями. Есть уже вопросы и непосредственно оттуда. Начнем с опроса нашего сегодняшнего эфира. Кто в большей мере виновен в затягивании прекращения войны в Украине? Трамп, Путин, Зеленский, Макрон и глобалистские элиты Запада. Давайте с этого начнем. Какой бы вариант вы выбрали? Ну, тут можно комбинировать Зеленский и глобалисты. Вот так вот я бы это показал. Потому что он ихний, говорится, ручной пес, а они непосредственно им руководят. Вот такая вот как бы, моя видение этой ситуации. Думаю, она сходится с тем, что в реальности происходит. Друзья, голосуйте вы, очень интересно. Подведем итоги в конце. А кто в большей мере? Там, глобалисты, Макрон, как олицетворение этих элит, или все-таки лично и персонально Зеленский. Мы к этому вопросу вернемся в конце и обсудим итоги. Трамп действительно ли хочет нападать на Иран? Или это все-таки такие танцы ритуальные и больше шоу, чем дело? Ну, тут надо понимать все подноготную этой ситуации. Тоже, если предыстория этой всей иранской канители, как бы Натаньяху, заявление Натаньяху по поводу Ирана, что они вот завтра будет ядерное оружие, скоро будет, еще с 96-го года идет, если взять выступление его в Конгрессе, он еще тогда заявлял, 30 лет назад, что Иран вот завтра уже будет иметь ядерное оружие и будет нападать на весь мир. Это понятно. Есть лобби израильское, Соединенных Штатов Америки, есть тоже AIPAC, есть большое влияние именно от правительства Израиля и бизнес Израиля в Америке на кандидатов в президенты и на политиков, которые как бы непосредственно дают те или иные решения Белого дома в будущем. Как бы суверенности в этом процессе нет. Не было до этого. Сейчас Трамп ее хотя бы показывает. Надежда есть на то, что он не втянется в эту войну, потому что то, что сегодня Израиль хочет, это то, что было согласовано с США, это первый этап, это дозаправщики, которые надо Израилю для переброски авиации к Ирану. Это раз. Два, Израиль очень сильно просит у американцев дать им оружие, которое, ракеты, пробивающие бомбоубежище, там не только ракеты, там надо будет давать авиацию под это, потому что в Израиле нет той авиации, которая может нести эти именно ракеты. Так что тут ситуация, даст ли он второй этап, а потом может он или втянется в войну сразу. Вот это, который вопрос сейчас стоит, и действия Трампа сегодня показывают пока его хотя бы неготовность идти прямо на поводу Израиля, уже это хорошо. Потому что все эти годы, которые мы видели непосредственно американских элит, они сразу шли на поводу израильского, как говорится, истеблишмента,
И это было трагично, потому что для Америки это никакой пользы не получало. Какой будет результат, если Америка втянется сейчас в Иран? Надо это задать вопрос. Что будет дальше? Население почти 100 миллионов, там 92 или 90, 100 миллионов, такое количество, будет такая живая рана, как говорится, в этом регионе после Ирака, после Афганистана, будет следующий Иран, там где опять какой-то ИГИЛ, как в Сирии, придут к власти, и их будет потом Запад хлопать в ладоши к ним, а реальность это террористы. Или иметь то, которое правительство, которое есть сейчас в Иране, с ними можно пока еще говорить, оно общается, как же, так же самое, не только с США, оно общается с Китайской Народной Республикой, с Российской Федерацией, есть контакт напрямую. Это вчера заявил тот же самый президент Владимир Путин. И менять это шило на мыло тоже никто не хочет, потому что потом еще может быть еще хуже. И втягивать сюда уже потом действительно заводить войска, Америка тоже это ставит вот так вот вопрос. Что дальше? Ну, мы поменяем, выбьем сейчас, пойдем на поводу полностью Израиля, дадим им бомбоубежище бомбы, которые... Они же не только по ядерным объектам хотят бить, которые под землей у Ирана, которые, как уже разведка США сказала, там нету той количества ядерного топлива для создания ядерного оружия. Там чуть выше нормы для того, чтобы мирный атом. Вот это показатель. Ну, это сама разведка внутренняя США сказала. Ну так а почему Трамп сейчас... не слушает свою разведку? Смотрите, там же не только разведка, мы что это говорили и по Украине, есть лобби, влияние. Если я был, помню, когда в 2020 году его на СИПАКе, на СИПАК это отдельная структура от АИПАК, АИПАК это чисто еврейское лобби США, а СИПАК это консервативное, но там тоже очень много еврейских организаций и эстаблишмента. Сидел с людьми, которые напрямую только дали Трампу 15 миллионов перечислили на его кампанию, долларов. Очень сильное влияние, сильное лобби свое идет, который давит на него, чтобы он принял те или иные жесткие действия, полностью поддержал Биби, Натаньяху в этом процессе. Натаньяху тоже не так все сладко, у него ситуация, он на грани, там тоже недоверие его правительству должно быть в течение каких-то этого года. И вот он развязывает эту войну дальше, эскалация после Газа. Как бы там все уже пошло по маслу, они выбили 150 тысяч населения, просто геноцидили, уничтожили, действительно, то геноцид, как бы обычного населения палестинцев из Газа. А сейчас они перекинулись на Иран, потому что надо развивать эту ситуацию дальше и больше, он им мешает. Мешает по поводу возобновления ситуации по Сирии, мешает по этому региону, очень сильное как бы давление идет с иранской стороны политическое на другие как бы структуры. И та же самая Хезболла, которую они выбили и ослабили Сирию, что ж там, Асад убежал, это не Россия была, это, как мы с вами тогда говорили, Иран. Та же самая Хезболла, финансирующаяся Ираном, она удерживала Асада в этом, как говорится, в узде. Он тогда взял, убежал, и, получается, поменялась власть на этой территории. Им надо убрать это влияние политическое. Трамп держит пока свою линию. Как оно будет завтра? Как то моя информация, 70% он может втянуться в войну. Его переубеждают. Каждый день очень влиятельные люди. То же самое даже Марко Рубио, как неоконсерватор, который хочет продолжения войны, ему это выгодно. Тот же посол Майк Хакаби, очень произраильский такой лобби, выступает посол США в Израиле, больше выступает за интересы Израиля, чем интересы США. Вопрос просто, в чем задается адекватное окружение Трампа, то же самое внутренняя разведка, какой будет результат? Что будет в Израиле, в Иране после того, как там, извините меня, разбомбят чертям, уберут лидера, который тоже в бункере. Они же используют это оружие не только для ядерных объектов, а хотят убрать лидера, который сидит в бункере в безопасности. Атайолу, главного исламского лидера. Вот это их главная цель. Смена режима. А что дальше? Вот там задается вопрос. И что? Нам надо будет заводить опять войска, как в Ирак? И потом дестабилизация еще в регионе. Хотя тот же самый Саддам Хусейн можно было в Ираке не делать. Да, он был плохим парнем для них, он был их союзником, но он держал стабильность в этом регионе. Не было распространения террористических организаций ИГИЛа. Так же самое сейчас в Иране. Это может быть еще хуже, чем в Ливии натворили, как говорится, делов, Каддафи убрали, там сейчас как бы рассадник терроризм. В Сирии поменяли адекватного Асада, который был прозападным. Он имел прозападное видение. Да, не сходилось все как с Америкой, как они хотели. Но поменяли на лидера ИГИЛа, который еще год назад в розыске был.
10 миллионов долларов за его голову давай. И так же самое и здесь. Что будет дальше? Дестабилизация в регионе хуже, хуже, хуже. Типа, чтобы хуже сделать России или Китаю. Я думаю, Ну да, это не та чтобы тактика. хуже Это не, сделать России и Китаю, конечно. но американские войска нужно будет зайти в эти территории, а у американцев нет денег туда заходить. У них на грани дефолта эта ситуация. Мы про это еще говорили до выборов. Сейчас это уже официально подтверждается. На грани дефолта. У них цена доллара упала в разы. Сама непосредственно. Они даже в долгах они не вытягивают ситуацию. Даже если поменяют всю структуру экономическую, у них прибыль где-то будет 2 триллиона в год в это даст. А реально им надо погасить хотя бы 25, чтобы это не выйти из этого дефолта, при дефолтном состоянии. Никак не сходится. Это лет 10 надо. И вот это заходить в эту канитель, максимум, что она даст, сейчас поднятие цен на нефть. А Что, кому возможно, это только выгодно? Это же, подождите, поднятие цены на нефть, это же стратегически прямо щелчок по носу избирателям Трампа, которые его выбирали ровно для того, чтобы бури, детка, бури, ровно для того, чтобы заправляли машины по нормальным ценам. И это же первый гвоздь, который вбивали в предвыборной кампании, там, в байденовскую, ну, риторику, что, мол, смотрите, цена, американцы станут жить богаче при Трампе. Сейчас вообще очень такая странная история. 78 за бренд, марку бренд, за баррель. И эксперты реально говорят, что может быть и туда до 100, 120. Надо понимать, тут же при Байдене резервы американские нефтяные были заморожены, он их не отпускал. При Трампе и не было это, drill, baby drill, бурить, детка, бурить. Было тоже этот проект заморожен, что на шельфе США нельзя было бурить. А резервы американские нефтяные, они сейчас пытаются перекрыть свои проблемы экономические этими резервами, которые смогут выпустить и кинуть сейчас на рынок параллельно. Россия, да, будет иметь свои деньги, на этом поднимутся их цены. Там Сауды, Саудовская Аравия поднимутся цены, они на этом плюс играют. И Америка сыграет плюс. Внутренний рынок Америки можно перекрыть теми же самыми резервами, которые есть. И то, что как бы, потому что огромная также залежи Соединенных Штатов Америки на их шельфе. И часть это найти на экспорт, перекрывать долг, который им надо, потому что он огромнейший. Там проблемы, у них экономика сейчас, они не могут выйти, у них больше затрат на 7 миллиардов и непосредственно в этом году, чем надо перекрыть. А вообще 20 им надо перекрыть, чтобы не было дефолта. А его нереально перекрыть в году, это чисто за десятилет только могут перекрыть, исходя из тех прибылей, которые могут быть в США. Они рассчитывали, предыдущая администрация, что могут повалить режим, как они это хотят сейчас в Иране, повалить режим в России и получить их ресурсы полностью, развалив страну на кусочки. Думаю, что это легко. Им получилось, просто Советский Союз хорошо получился, и они, или Югославия, они на этом, как бы, исходя из европейских стран, могут думать, что на Ближнем Востоке у них тоже может где-то получиться. А оно не получается так. Ухудшается там ситуация, они не понимают, если они не понимают нас, европейцев, ну, разведка у них не врубается, как что делать с Россией, с Украиной, ну и слава богу. А там вообще тем более они не врубаются. Это так просто понимать. Даже те, кто бежавшие оттуда, работающие на их разведку, информацию дают туда, ну, в середине департаментов, ЦРУ, и там, внутренней разведки. Это все равно те люди, которые выехали какое-то время. У них все равно есть свой осадок, они предвзято смотрят на ситуацию. И у них нет такого полного анализа, чтобы понимать ту картинку, которая там происходит, и в Соединенных Америке тоже она искажается. Так что, в конце концов, она говорит, сейчас у Трампа позиция. Заходить, если заходить, то какой ценой? Если не заходить, то удержаться в своих позициях, и я думаю, это даст больше плюсов Америке, если она не зайдет в этот иранский конфликт, потому что максимум, то, что есть, это будет как бы вот, ну, то, что у них договор с Израилем, это их там проблемы, они там должны каждый год там по 3 чем-то миллиарда долларов выплачивать, это как бы подписан договор, на это претензий никто не имеет. А не более этого. Потому что если это будет более этого, это на грани уже реально может быть Третьей мировой войны. Иран все-таки показывает, что он может делать ответку. Мы видим вот те разрушения, которые есть между Израилем и Ираном. Ну, реально надо смотреть, это не те разрушения, которые есть у нас на Украине. Ну, к сожалению или к счастью, может, это к счастью это лучше, но это реально пока вот эта война. Когда просто шуруется все подряд и бомбится все подряд, и уничтожается просто кварталами. А не где-то там Иран
сбил ПВО и потом залетело, но как бы трагедия, но просто потом все кричат, вот такая война, вот это не дай бог, вот это все, чтобы у нас такого не было. Вот, так что тут вопрос, чтобы не доходить до эскалации, и с надеждой есть, что Трамп выдержит ситуацию, но, говорю, 70% пока не в мою пользу мира, его переубеждают, что он может пойти на эти военные действия и именно дать Израилю то, что им надо, и именно зайти туда непосредственно как участник этого конфликта. Два уточняющих вопроса по этой теме. Правда ли, что Такер Карлсон извинился за то, что за критику? И еще один уточняющий момент, который тоже важен, принципиально важен. Ой, а где Уитков? Ну, смотрите, Политиков я не знаю, где он находится, если не на свободе ВКонтакте. Такер, я знаю, что, ну, он же сам сказал, что он набирал Трампу в своем даже интервью с сенатором Тедом Крузом, что он с ним общался, и после этого Трамп на следующий день подтвердил, что был звонок от Такера, что он извинился, есть у них как бы. У них было нормальное все время. Это нормальная практика, в команде Трампа есть, когда есть дискуссии, есть проблемы, есть нюансы, когда он может просто вспыльчиво выйти в Твиттер там, или там Truth Social, его соцсеть, и там что-то сказать, и потом это как бы все на весь мир гудят, что вот все, проблемы, все о них разбежались. Нет, такого нет, так же самое и с маской. Ситуация наладится, и тут как бы просто все понимают, что каждый отстаивает позицию своей страны. Ну, Трамп это тоже понимает, что он доверяет Такеру Карлсону той или иной позиции, и думаю, он может и прислушиваться к таким людям, как Такер, Тулси Губер, JFK, RFK Jr. и тому подобное, так что, чтобы не было эскалации. Так что, хотя очень большой есть прессинг. А Витков сейчас занимается, ну, то, что по информации официально, есть, он занимается иранским вопросом. Вот почему там есть перегруппировки группы по давлению там якобы на Россию, по Украине, которые участвуют также частично Витков неофициально. Он сейчас занимается, непосредственно будет заниматься иранским вопросом, Украина будет переходить на другие люди будут заниматься, может, Украиной непосредственно. Там Витков еще какое-то время, но он будет сейчас заниматься просто непосредственно Ирана, вот будет сейчас в Женеве официальные сборы по мирным переговорам с министром иностранных дел Ирана в ближайшие дни. Так что вот это Витков будет там играть неофициальную роль в этом переговорном процессе. Если переместиться к украинским делам, тут Financial Times пишет, что Трамп ретировался спешно раньше сроку с Г-7 с Канады, потому что не хотел встречаться с Зеленским, и Макрон его раздражает, а не уж никакие там ситуационные комнаты, порог ядерной войны, как бы ларчик проще открывается. Ну, по крайней мере, так утверждает издание. Что вы думаете насчет вот этого отворота-поворота для Зеленского? Ну, это было понятно уже давно, отношение Трампа к Зеленскому непосредственно. Тем более после еще овальной встречи, это еще ухудшилось, когда там были извинения, Трамп получил свой этот договор по ресурсам, а больше ему не надо ничего от Зеленского. Зеленский аут, ну, для него. Это как бы еще та помощь доходит, которая была еще при Байдене подписана, вот это оно идет еще, а все остальное пока Россия, Америка будут договариваться, Америка торгует Украиной, вот почему он держит еще Зеленского, это все как бы сфору там, для того, чтобы как бы вести свои торги. Не более этого. А так у него просто, у него не интересен, как бы человек хам, неадекватный, тем более с ним нельзя ни про что говорить. Он понимает его реальную позицию, он понимает его роль в его предыдущей кампании. Это все совокупность, это все. Трамп лично воспринимает такие вещи довольно лично, и он как бы показывает свое отношение. То, что там пишет Financial Times, правда это неправда, ну, реальная ситуация по Ирану есть. Реальная ситуация на грани Третьей мировой войны может быть, как бы, ну, слава богу, не третьей, потому что там уже и Пакистан с своим ядерным оружием готов подключиться, Иран там, даже из того, что не сможет что-то больше скипает, если надо быстро, это как бы так, это уже критическая ситуация, это надо все взвесить и услышать. Ну, G7 уже себя изжила как организация, просто это уже показательно. Трамп это показывает не только Зеленскому, ну, как его особи, которые, кто это? Ну, приехал какой-то парень, тут бегает, хотя он вообще не должен быть здесь. Какая роль Украины? Украина в дефолте,
Украина уничтожена, какую роль в большой семерке там это находится. Это раз. Два, сама роль большой семерки для Трампа тоже показательна. Она себя пережила, надо что-то думать новое. Непосредственно Канада как бы не соглашается, если заходить в 51 штатом для Америки. У него это тоже показательно. Он показал Канаде свое отношение к гостям, как бы как к организаторам большой семерки этой встречи, что вот я тут буду делать так, как я хочу, я тут хозяин. Тут же не только вот Зеленский, Иран, ассоциативная комната, тут все вместе, политика. Америка, президент США показал свое отношение вообще к этой организации, которую она уже себе изжила. И показал свое отношение к Канаде, которая от него тоже как бы пыталась показать, что она тут типа главная и что может что-то решать за себя, хотя тоже, извините меня, на подсосе американцев сидит экономическом, если бы не американская экономика, то у Канады как бы может быть экономического такого ничего не было. Ну, последние 50 лет. Там общая сборка и транспорта, и нефтяные эти проекты, американские деньги там на 99% там находятся. Хотя частично там и Китай тоже присутствует. Плюс американская армия защищает Канаду непосредственно. У Канады 30 тысяч армий полностью вся. Для ее территории это не хватает. Большинство из них сидит в Министерстве обороны в Оттаве. А армия США охраняет арктический шельф Канады, и американская армия непосредственно обязуется защищать Канаду, не дай бог, если будет какая-то война. Вот это реалии ситуации. Вот Трамп показывает свое отношение к Канаде тоже. Так что тут совокупность многих факторов. Зеленский один из них. Так что это мое видение. Как это все, может что-то в реальности может вообще быть что-то еще другое. Мы свечку не держим, мы можем только анализировать, исходя из того, что мы знаем ту или иную информацию, или хотя бы какие-либо персон. Тут надо важно, если ты анализируешь, надо хотя бы понимать людей, про которых ты говоришь. Потому что многие у нас говорят, а я знаю, что Путин сказал, вот думает это. Я знаю, что Трамп. Ну, хотя бы раз, хотя бы видели этих людей вживую, чтобы понять, ну, как их анализируют, что они думают, или хотя бы общались с ними. Надо общаться с этими людьми, чтобы делать анализ, хотя бы сказать, да, я могу проанализировать, что думает там тот или иной человек. Хотя бы просто проанализировать, а не кидаться словами и потом рассказывать, что мы там все знаем. Ну, это так, просто к слову, чтобы люди понимали. Я в свое время общался с Трампом, я могу тебе сказать, что человек может думать, что знает, когда мы с ним виделись не один раз, и как бы я могу видеть его как личную фигуру, видел его не как по телевизору, как он себя ведет в личном общении. Так что, исходя из этого, я делаю свой анализ и с вами, зрителями, и вам тут это могу сказать. Сегодня скандал большой в Украине разгорелся, нежданно-негаданно. Последние дни очень близких людей к экс-главе нефтегаза Чернышову, в общем, начали паковать, принимать, да, представители НАБУ. И вот сегодня как бы расходится, что, смотрите, целый министр национального единства не возвращается в Украину. Сидит за границей, сбежал. Все, конечно, смеются над тем, что вот смотрите, вроде как министр национального единства, которое там должно заниматься, ну, да, вот как раз-таки украинцами за границей, воссоединился с украинцами за границей, ха-ха-ха. Но на самом деле, если копнуть глубже, то это не просто такой, ну, хайп. Все прекрасно, люди сведущие, понимают, что Чернышов достаточно близкий к первому лицу, к Зеленскому. Там, их жены часто появлялись на разных мероприятиях. Там есть тоже там, товарищ Миндич, который сейчас фигурирует на разных там, фортификациях. Это все как бы одна шайка-лейка. Причем там кто-то говорит, это кошельки. Ну, кошельки, не кошельки. Наверное, все-таки табачок у них у всех врозь. Но заработок денег все-таки, наверное, вместе. Ну, вот судя по всему. И вот такой удар по Чернышову от НАБУ сразу нас наталкивает на определенные процессы, которые были запущены. Все же как? Все же ждали, помните, и мы с вами обсуждали, санкции Соединенных Штатов Америки против ближайшего окружения. Или какой-то там публичной выволочки со стороны Трампа. Или требования провести для Украины выборы. Ну, вот такого публичного требования, что, давай, диктатор,
Тишина. Приехал инспектор, все посмотрел, говорит, да все нормально у вас, нормально вы помощь американскую расходуете, все хорошо. И вроде как на фоне полного благополучия вот такой интересный удар из-под тишка со стороны американцев. Потому что НАБУ — это структура, которая вот создана по образу и подобию, ну, в общем, американская, да, вот модель функционирования. И там даже там поставили своего руководителя с офиса президента, но не помогло. Модель так работает, что вышли фактически на самого Зеленского. Что вы думаете по этому поводу? Насколько эти уши, которые торчат американские из этого дела, ну, как бы имеют очень мускулистое тело? Ну, сама ситуация, которая есть на Украине, она вообще напоминает такое шоу уже, которое уже должно закончиться, а люди все сидят, потому что оно продолжается, хотя бы должен быть какой-то конец этому всему. Увидеть, когда этот конец будет. И то, что, ну, почему шоу, я знаю, что в свое время вообще еще, когда только политику его продвинули, Кабмин еще до «Нафтогаза» его Фукс лоббировал, это был его как человек, ну, Фукс так рассказывал, Павел. Потом он действительно переметнулся к Зеленскому. Иначе Павел Фукс его сделал, пролоббировал, поставил, а тут потом взял и лег непосредственно под Ермака, Зеленского, и начал с ними как бы вести свою политику. Ну так, уже человек знает, что это тоже показательно. Это раз. Два, мы с вами говорили по поводу, я вам всегда говорю, не санкций, я не вижу, что будут санкции, ну, из той информации, которая есть. Будет криминальное дело. Рико кейс. Как это будет дело, оно уже идет, формируется. Будет ли оно НАБУ, эта часть, потому что говорю, оно все-таки, не то, что там структура такая построена, что оно по американской модели, а НАБУ это есть американская структура, структура ФПР, ВОЗ, структура Украины. Вот так. Ее непосредственно так и делаем. Джордж Кент, крестный отец этой всей организации, он еще с 2014 года начал лоббировать, чтобы прокуратура не было как бы полномочий таких, чтобы было НАБУ и тому подобное. Не буду в историю формирования НАБУ и Сытника, и как они непосредственно докладывают американскому посольству. Я знаю, что с приходом ситуация сейчас в Вашингтоне поменялась. НАБУ все-таки докладывает все равно в ФБР, по каким каналам, ну, там это уже будет, я думаю, пусть они сами, ну, не будем светить пока это, они непосредственно докладывают сейчас туда, в Вашингтон, в ФБР. ФБР занимается рико кейс по Зеленскому, Ермаку и тому подобное. То, что был анализ, инспектор приезжал, а инспектор приезжал и не один раз, и там было не достача раз на $1,5 миллиарда по дронам только, это только по дронам то, что публично было сказано. Второй раз по оружию на $2,8 миллиарда. Это то, что было публично, еще раз, а там другие факторы там по списку не публичны. Огромная есть недостача, это огромная сумма, извините меня. Ну, это даже для, ну, такой страны, как Украина, это огромно. Для Америки, может, нет, но это большие деньги, недостача. И нет информации, куда эти цифры пошли. Это тоже так, факт, публичность. То, что есть. А то, что будет там дальше подниматься, это будет тоже интересно. Это два. И вот это все, то, что сейчас происходит, это может быть все связано с тем Рико кейс, который из США, и что сейчас, ну, почему не воспользовать ту структуру, которая была создана демократами, но она все-таки работает на Министерство юстиции США и ФБР. Почему бы ее не использовать для того, чтобы она сработала сейчас в этой ситуации? Для чего посылать инспекторов, которые там, ну, глубоко не могут найти, использовать те ребята, которые есть там на земле. Это же те, как говорится, коллаборанты, только наши, которые сыграют на Вашингтон. Ну, так они это видят. Якобы работая на Украине. Вот и все. Так что с этого исходя, я думаю, будет развиваться эта ситуация дальше. И может какое-то время затихнет, но когда надо будет, американцы это поднимут и ударят это непосредственно, или будут бить Зеленскому в переговорах по поводу его поблажности и работы с европейцами, по переговорам с Российской Федерацией и вообще его деятельность на посту и его гарантии безопасности в будущем после того, как он будет бежать из Украины. Андрей, насколько, ну,
тень от этого всего может серьезно падать на самого Зеленского и на политические его решения, потому что, давайте будем откровенны, это все-таки рычаг, да, вот эта ситуация с Чернышовым. И второй вопрос, тоже очень важный для меня, по крайней мере, да, и для всех, кто следит за этой ситуацией. Так, ну, все-таки Зеленского через это давление будут делать более сговорчивым. Тут это будет одно из давлений, на которое Зеленского будут показывать ему его будущее, и что его может ждать в ситуации, когда ему будет некуда бежать. Одно дело, когда ты можешь ехать в Россию, и тебя Россия не выдаст, или там тоже Китай. Ну, Китай это ситуация, которую Зеленский тоже не может, после того, как он кинул Мотор Сич, наезжал на Китай последние годы и все остальное, Китай, я думаю, его не будет принимать. И его только позиция это Запад. Я думаю, это будет показывать его перспективу. И его команда уже рушится. Это по тому же самому по Андрею Портнову, по моей информации, то, что из-за чего его именно ликвидировали киевский режим, так, нагло, за то, что он готов был передать информацию Западу по команде Зеленского. И не только он один. В общем, как бы есть ряд людей серьезных, которые уже в Америке спасают себя. Они не Украину спасают, они спасают себя для того, чтобы как бы упередить ситуацию, чтобы им было куда ехать и где жить. И вот, сотрудничая с американскими спецслужбами, эта информация туда. Я говорю, не только инспектор, который приезжал, что там нашел, не нашел, там показал поближе, а то, что есть сейчас работа с окружением того же самого Зеленского, про которого не всегда может все знать, против того же самого непосредственно Зеленского, чтобы он потом знал свое место. Когда и как его надо будет уйти из Украины, чтобы это было меньшей кровью, меньшими деньгами, чтобы не было это все, недорого это все всем стоило на Западе, чтобы это было быстро. Ну, на Западе имеется в виду Вашингтон непосредственно. Потому что там Лондон, Париж себе думают, это они могут думать, но у них нет возможности политических, экономических вытянуть эту ситуацию на Украине. И Украина это тоже понимает. Так что все зависит от США, и Зеленский зависит его будущее от того же самого США. Как они ему дадут возможность мирно уехать, если он мирно уйдет из поста, или все-таки он будет отдавать наказание или в Америке, или не просто даже не выйдет из Украины, будет как бы его тут повяжут в попытке побега, когда он будет бежать уже от своего трона. Вот так вот. Ну, такая вот перспектива, которую ему просто покажут на снег. Для этого надо эта вся информация. Господин Чернышов может уже сотрудничает, может он убежал не просто так, а сотрудничает с теми же самыми спецслужбами тоже западными. Кто знает. Тут же наши элиты продают, у них нету совести и стыда. Я же сначала не просто так с Павла Фукса, как кто его привел, какой Чернышов туда, и как он потом перебежал, когда ему надо было выгодно себя спасти и подняться, и заработать деньги. Так же самое здесь. Сегодня был Зеленский у него под боком, и они дружили с семьями. А завтра у него есть перспектива общения и выйти из ситуации чистым из воды, без срока за отмывание денег, потому что если через него и шли деньги, теми самыми западными спецслужбами. Так что тут вопрос будет, как это будет развиваться, будем наблюдать. Ну, Зеленский же может разогнать НАБУ. Или уже не может? Смотрите, Зеленский может все, что угодно образом делать, да? Но это уже будет тоже показательно, эти все шаги, для того, чтобы ситуация сыпется. Ему надо сейчас картинку удержать, что ситуация держится еще на плаву. Что он пытается делать. Такими поездками, его бесит, что с ними встречаются. Это тоже это часть всего показательного плана, еще раз с Западом. Мы с вами это говорили месяцами, как позиция на Украине, если у тебя нет поддержки Запада, тебя сразу съедают внутри как паука. Ну, пауки между собой, такие все партии, Порошенко, Тимошенко и все остальное. Так же самое и здесь. Запад непосредственно показывает место Зеленскому. Понимая, что уже на него есть уже компромат, понимая, не просто на словах, вот мы знаем, что он там украл, а есть люди, которые сдали уже документы. Перевод денег, куда, через что и кому заходили. Доллары потом легко фиксируются, когда у американцев есть исходный материал.
Так что тут это ситуация, которая есть сейчас с западной стороны. И Зеленский, как говорится, если он начнет действовать какие-то рычаги, он чем пытается сейчас вот поставить там же что генерального прокурора лояльного себе, чтобы удержать, усилить свою позицию, потому что он понимает, что есть такие структуры, как НАБУ и другие антикоррупционные структуры, которые ему не подчиняются. Почему что же самое по Андрею Портнову? Не просто так и по компромату, чтобы поменять под себя судебную систему, чтобы не было, как говорится, он пытается сейчас удержаться у власти последние эти месяцы, чтобы не дать возможность, чтобы его, как говорится, подкопнули под него и трон этот, как говорится, упал. Вот, он думает, что он может это сделать, удержать. Его советники, Ермак, они уже так, они так уже зажарились из новой власти, извините за выражение, что они верят в то, что они еще могут своими маневрами как-то повлиять на ситуацию. Ситуация уже поезд ушел, ситуация от них уже ушла. Они влиять на нее больше не могут. Россия, с одной стороны, продвигается полностью на линии фронта, если соприкосновение идет под 20 километров в сутки. Западная пресса уже про это пишет, это большие, как говорится, продвижения. Денег нет, экономика, как говорится, рушится, Украина в дефолте, Зеленского нигде не принимают, люди его из близкого окружения исчезают, где-то пропадают на Западе, и, как говорится, под них копают то же самое ФБР, Министерство юстиции США. Не все так перспективно. Если он начнет сейчас маневры делать какие-то там, это будет дальше показательно, начать воевать с американцами напрямую, начать пытаться с ними что договориться. Я думаю, он верит, что еще есть шанс, что такие, как Нэнси Пелоси, Ньюман, его спасут, и он выйдет на коне, вот ждут, вот Трамп проиграет выборы в Конгресс, мы сейчас затянем ситуацию, чтобы не договориться с Россией, и Трамп типа пройдет обещающий мир, как говорится, не сделал мир на Украине, проиграть выборы в Конгресс, и мы тогда будем опять на коне как-то продвигать, вытягивать деньги из США, опять продолжать эту канитель на Украине, до последнего украинца. Это то, на что они надеются. Но так не будет. Андрей, прежде чем там перейти к перспективам Стамбула и речам Путина, вспомним человека, которому по телефону говорил «жму руку, обнимаю». Очередная волна, скажем, истории вокруг Порошенко. Вы упомянули генпрокурора нового, все как бы вот так сошлись во мнении, что это для того, чтобы Порошенко посадить. Другие говорят, что да нет, они там договорились, это как бы все как бы цирк, спектакль, все будет нормально с предыдущим президентом Украины, пятым президентом. Поэтому, в общем-то, яйца выеденного не стоит. Но тема же интересная. Доллары, которые в Жулянах везли чемоданами Порошенко для избирательной кампании. Якобы от бизнес-партнера жены Медведчука. То есть из России деньги поступали для Порошенко, для его избирательной кампании. Порошенко сейчас под санкциями, бьется в судах по уголовным делам, по поводу санкций. Как вам думается, вот чисто сценарно, как это умеет делать «Квартал 95»? В момент лютого прессинга, в момент согласия на капитуляцию, фактически, да, от тех заявленных целей Зеленского, которые мы слышали с 22 года и продолжаем слышать. Извините, то, что будет подписано каким-то образом или, в общем-то, на чем сойдутся по войне Россия и Украина, это будет точно капитуляция. Ее просто прикроют фиговым листком Порошенко в тюрьме, хайп, все вот об этом будут говорить. А по сути, просто информационная такая завеса дымовая для того, чтобы, собственно, всех отвлечь и отвести репутационные потери и риски от самого Зеленского и его Ермака. Слабовато для пиара по мирному соглашению, капитуляция и все остальное. Слабовато это все, если они так думают. Порошенко, да, он как бы бывший президент, Гетьман, как его там кто-то называет, и все, якобы фигура, но реально, как бы, это не даст, может, это даст какие-то волнения, повод для того, чтобы втянуть Украину дальше в раскачивание ситуации и опять какой-то псевдомайдан с помощью Запада, делать из Порошенко, как говорится, такую страдающую фигуру, которую на Украине у нас все любят потом поддерживать.
Это возможно. Но тот же сам Зеленский загоняет сам себя в тупик потом этим всем решением. Слабовато для этого всего. Залужного из Лондона арестовать. Вот это, да, может быть, еще совместно с Порошенко еще там 50 человек одновременно и показать картинку. Но это уже было такое. Помните, когда генеральных прокуроров возили всех, вот, со всей Украины привозили в Киев. Ну и потом что? Было на шума на неделю. Ну и то не получилось. Так же самое и здесь. Не получится у них прикрыть ничего, ничего никак. Убрать конкурента, да, возможно. Ну, Порошенко тоже не в новой колоде карт политикума Украины, который будет. Может, да, там ту часть Украины, которая останется, как бы, ну, как мы говорили про большую часть Украины будет под зонтиком Москвы, или та часть, которая будет там под западным влиянием, какой-то маленький клочок и останется, может, он там будет бороться за свое гетьманство. Но, говорю еще раз, зная, там, я тоже там Руслана Кравченко знаю, его жена была у меня помощницей когда-то в Генеральной прокуратуре, у меня в отделе. Так что я знаю ее отца, который там занимался медикаментами, можно так мягко сказать, на Западной Украине, то Шкарбанець Олена ее зовут, то как бы я знаю, какая их семья, и что они там могут сделать, и какая позиция тоже ее отца, и она ее слушает очень сильно. Что там Руслан может пообещать Зеленскому? Ну, думаю, для того, чтобы посадить Порошенко и сделать такую игру, чтобы это было как действительно дымовая завеса, надо реально, чтобы был генеральный прокурор с опытом, именно с серьезным опытом, тяжеловес. Руслан хороший прокурор, ну, был, когда я его знал. Как бы он знает свою подноготную, у него жена знает тоже свою подноготную, исходя из ресурсов там своего папы. Но это не та фигура, которая может играть роль для того, чтобы спасти Зеленского от каких-то ситуаций на Украине. Это раз. Так что будем смотреть, как будет развиваться ситуация. Ну, когда будут уже подписаны капитуляции или мирное соглашение, кто их как может называть, в 21 веке, я думаю, такого слова, как капитуляция, нету. Это есть, это 20 век еще, да. Сейчас это называется просто мирное соглашение. Красиво, все на этом разошлись. Даже вот президент Армении Пашинян сегодня, выступая в парламенте Армении, хотя они отказались от договора Карабаха, подписали мирное соглашение, не капитуляция, а мирное соглашение, сказал, это было самым лучшим его решением в жизни. Так что я думаю, да, он сохранил жизни десятки тысяч или сотни тысяч людей. Армения живет. Так же самое здесь. Это будет новый виток для Украины. Я думаю, это там, таких как Порошенко и Зеленского, их не будет там. И то, что оно не спасет их, даже если будет кого-то посадки, кого-то там в тюрьму или еще что-то остальное. Саакашвили тоже уже бегал по крышам, пытались это тоже как шоу сделать. Ну, не идет это украинцам, все уже понимают, что оно когда-то идет, пропаганда заходит в головы, а потом оно просто, уже люди в какой-то момент уже понимают, что, ну, уже, когда уже слишком много всего, оно как бы, оно уже такое, типа, да-да-да, но все понимают, что что-то тут не так. И долго оно не оседает на кухнях, долго это обсуждать не будет. Андрей, Путин говорит, вполне себе может встретиться с Зеленским, даже не против, но подписывать с ним ничего не может, потому что, в общем, в помойку можно будет выбросить то, о чем договорятся и условно Путин и Зеленский после прихода кого-то другого, да, после выборов. Но тут есть определенная доля лукавства. Получается, и договариваться смысла нет с Зеленским, потому что все равно придет кто-то другой. И нужно договариваться с кем-то другим. А этого кого-то другого нет, потому что выборов нет, война, и Зеленский на своем месте, и война продолжается. Описывая эту ситуацию с будущими, скажем так, переговорами на высшем уровне, там, не знаю, Трамп, Зеленский, Путин, или просто Зеленский, Путин, мы понимаем, что это абсолютная профанация. По факту. То есть договариваться могут, но договориться нет. Я думаю, Владимир Путин просто так сказал, что может встретиться с Зеленским. Без вопроса. Хотя я бы не советовал Путину встречаться с Зеленским. То, что загнанная крыса уже может пойти на все. Я думаю, вплоть до того, что сотрудничая с спецслужбами, угроза жизни президента Российской Федерации может быть на этой встрече.
не физически как давление, а что-то может быть провокация тех же самых западных спецслужб, чтобы потом сказать: ой, видите, а мы ждали, что и произошел возраст и все остальное. Ну, я имею в виду, что даже вплоть до того, что отравить и все остальное. Но Зеленский пойти на это, его наплевать на то, что будет, он не понимает, как это работает, его ликвидируют, ну, он готов на это пойти. Ну, это так, конспирология, а сейчас зайдем в реальную ситуацию. Мы говорили тоже с вами, что выборы, не выборы, но Украина, парламент имеет возможность вести переговоры. Парламент единственный легитимный орган сейчас на Украине. Мы говорили то, что спикер парламента, который могут поменять без выборов пока, как временное правительство, может подписать соглашение мирное с Российской Федерацией. И тот или иной спикер, фигуру мы тоже обсуждали, кто это может быть. Я еще раз не буду, чтобы потом мне там обвиняли, что я там кого-то рекламирую, поддерживаю и все остальное. Кто бы это ни был, это может быть такой формат. Зеленский говорит, нет шанса встречаться и общаться, он фигура, которая как бы управляема Западом, мы про это в начале эфира обсуждали, кто виноват в этой всей ситуации на Украине. Зеленский, который управляется Западом, глобалистами, не только там Макрон и Стармер, и всех, кто сейчас продолжает хотеть войны на Украине. Так что все понимают, уже даже Трамп понимает роль Зеленского, что это фигура, которая как бы ничего не решает, с него только можно выжать максимально, что из того, что есть. И тот же самый Путин понимает это, и понимали это еще сначала. Просто пока еще была легитимная власть, до прошлого года, мая, 20 мая 2024 года, то с Зеленским можно было что общаться, и он мог сыграть решающую роль хотя бы спасения Украины на том этапе. Мог и выкрутиться из этого. Он этого не сделал, он уничтожил Украину, он уничтожил нас православие, уничтожает. Человек не просто как бы еврей по национальности, он атеист. Он ненавидит все остальное, у него нет боязни к Богу. Он наркоман, он повел страну на убой, он продал то, что можно было продать Западу. И с ним не про что уже говорить, хотя бы хотя у него был шанс это сделать. Сейчас, исходя из 110 статьи Конституции Украины, он нелегитимный, он узурпатор власти. И я думаю, просто как бы тут надо исходить из того, кто будет действительно дальше в будущем. Выборы тоже тут ничего не дадут, пока эта власть и режим у власти, потому что оно приведет тех самых же людей, которые будут хотеть продолжения войны. Тут надо полностью перезагрузки Украины полностью и перезагрузки как бы, населения информационное, показать людям, что же реально было, что же было реально до войны, почему война началась, что было в 2014 году, исходя из этого. Все эти процессы людям правду показать. Показать, была ли Буча, реально показать, или если была, то кто за этим стоял. Показать, кто кого когда сбивал, поработал ПВО. То у нас все рассказывают, как работает ПВО отлично. Все сбивают. В Израиле ничего не сбивает. Хотя у них территория 27 тысяч километров, 22 тысячи километров. Закрыта всеми системами защиты. И то не сбивает все. Там большая часть долетает, как мы видим. И у них так же само, как и на Украине, падает ПВО, и падает в дома, и потом пожары, и все разрушение своих же ПВО. Это техника, она не срабатывает та же. И так же самое и на Украине. Просто у нас все молчат и запрещают это показывать. Вот это все показывает, что же реально было, кто же стоял реально за разрушениями, кто, почему умалчивали, почему скрывали, почему сажали людей, почему в церковь гнали. И тогда это будет перезагрузка страны. Только тогда это может быть какой-то процесс. И выборы пойти после этого. Сейчас выборы, я думаю, проводить сенса нет. Та же самая Россия на этом тоже настаивает. И Америка уже поняла эту позицию, потому что поменять сейчас Шило на было, Зеленского на Порошенко или еще кого-то Кличка, та же самая фигура, которая будет играть против них, с любым государством завязана, против Трампа, я думаю, он тоже это понимает. Так, а подождите, а что, никого нет протрампистского? Смотрите, если даже они могут все говорить, что мы протрамписты. Порошенко ездит пытаться в Мар-а-Лаго, Кличко, там через Левочкиных и все. Ну, все могут быть протрампистами. Но реально эти люди, основа их, и кто их привел в политику, и кому они все это время подчинялись, и кто им давал от нового деньги, это глобалисты, глубинное государство. То же самое в Америке, в Европе,
И их не хозяева, не Трамп, они работают по сути против Трампа. Мне говорю, часто набирали до выборов еще, когда в Америке выборы шли президентские, и после выборов. Так кому же можно, там, мы переспрашивали раз 10, ту или иную фигуру называли. Кличко, Порошенко, Арестович, Тимошенко, ну, подноготно, говорят, мы то знаем, а ты нам еще объясни. Так что не с кем не работать. Я говорю, так не с кем работать. Эти все люди давно продались или работали очень глубоко и работают совместно с глобалистами. Те люди, которые контролируют тех или иных политиков, я же уже говорил в вас на эфире, Левочкин, продался давно ЦРУ и Ньюланд, и Байдену еще на Мюнхенской конференции безопасности 2014 года, когда передал компромат на Януковича, после этого ему дали крышу полностью. До этого он способствовал госперевороту на Украине, отдав указ, от него пошел указ по якобы разгонке студентов вот это на Майдане. Ну, была разгонка, просто там была работа именно непосредственно от него давал указ. Не Янукович, ни никто там, не МВД. Два, Кличко, агент немецкой разведки, как говорится, гражданин Германии. Порошенко, так же самое, основан на глобалистах, Байдене и тому подобное. Многие вот эти все фигуры, та же самая, ну, Тимошенко между играет, у нее там свои проблемы, но все из них, они построены на работе с глубинным государством и этими всеми, кажется, тех, кто работает сегодня против МАГА, против Трампа, и с ними некому доверять. Они будут продолжать вести вас за нос. Потому что хозяева, у них нет суверенной политики, у них есть хозяева. Эти политики, которые на Украине, они не отставят интересы Украины, не отставят интересы своих хозяев. И Трампу, с ними будет, кажется, не то, что некомфортно, они будут просто против него работать, потому что их хозяева скажут, если они продали свою страну, повели на бой, конечно, они будут подставлять и не будут работать с администрацией президента Вашингтона. Так что вот это мой был ответ, я им все детально по каждому рассказал. Я не понимаю, что не с кем на Украине работать. И выборы проводить сейчас санкций нету. Ну, тогда, получается, остается смысл только воевать. Нет, не только есть замена власти через парламент. Новый спикер парламента, я думаю, когда убежит Зеленский, убежит и Стефанчук, смена будет новый избиратель, как после 2014 года. Использовать то, что Запад использовал тогда против нас всех, как бы разрушение Украины и там, заводя Турчину. Так само здесь, есть же закон. Новый спикер парламента избирается тем, кто остается в парламенте депутатами, тем большинством. И ведется, тот спикер парламента ведет, подписывает мирное соглашение и становится нейтральной фигурой до выборов. Или воевать до последнего украинца. Есть шанс еще мир сделать. Только мир этот будет, еще раз говорю, мы с вами это еще месяца назад начали, без Зеленского. Андрей, безуглая, ну та, которая говорит, карма прилетела 31-летнему парню вместе с российской ракетой, утверждается, что изменивший курс из-за воздействия ПВО над столицей, карма. Мобилизоваться надо было. 31 год пошел, видите ли, на магистратуру. Негодяй. Так вот, она сегодня написала там длиннющий свой трактат о том, что, ну, суть которого сводится к тому, что вот мир такой, в общем, беда-беда. Украина распадется на несколько частей, которые там составные части будут, в общем, страны-марионетки. Вообще, конечно, Безугла еще тот мегамозг, но все понимают, что ей посты, темы для постов предоставляют. О чем это говорит? Что это за пугалка такая страшная, что Украина не будет, а будут страны-марионетки? Тут доля правды в этом есть. Если дальше это будет продолжаться, таковой Украина, получившая свою независимость, так же само по тем же основаниям, как и Донбасс, получал свою часть независимости, только Донбасс с кровью, а Украина, используясь теми статутами ООН по самоопределению, получила свою независимость. Не использовала этот шанс для того, чтобы действительно стать независимым государством и стать на ноги. Сейчас его может не быть. Тут я могу с Безухой единственный раз что согласиться. Там она приводит, я видел, что она приводит исторические форматы столетней давности, я про это тоже говорю. История циклична. Сейчас был шанс у Украины только это сделать. Опять пошли по тому пути воевать против своего же народа России. Мы все-таки, у нас очень много общего. У нас на Украине, если все
ну, все понимают и все общаются на русском языке. Кто-то больше на суржике, меньше на суржике, но все 99,9% понимают и общаются на русском языке. Уникальная ситуация. Мы, ну, и почти даже, если так надо, нас, ну, мы как за русских идем, и у нас все так воспринимали по первые 15 дней независимости. Просто опять пошли на ту же самую ошибку, как и 100 лет назад, подвелись на Запад воевать со своим же народом, взяли западную поддержку, думали, что они вытянут идентичность сделать, хотя идентичность Грушевского тогда писали в Польше, сейчас писали в Вашингтоне, в Лондоне и в Париже. Ситуация чуть-чуть сдвинулась за океан немножко, но как бы не так сильно далеко. Так что опять Украина профукала свой шанс стать нормальным государством и иметь, выйти из этого действительно как какая-то, ну, нация и показать себе, что мы нормально можем жить вместе. Мы потеряли этот шанс, и сейчас Украина может как такого не быть. Если дальше будет продолжаться война, Украина, и тут есть два случая. Украина или будет иметь свою независимость, как та территория, которая останется, но она будет под зонтиком влияния все-таки Москвы, потому что это идет перераспределение мира. Или Украина полностью будет как область сейчас в составе Российской Федерации. Та часть, которая как бы, останется и поделит просто по областям и все. Может какую-то западную часть, аппендикс оставить чисто, чтобы всех ублажить, там, страны вокруг, которые как бы тоже хотят получить кусок пирога. Там, Польша, имеется в виду, Венгрия, Андрей, так что в этом это, ну, я просто к этому иду, что это можно было все избежать. Выполнить, ну, не делать, не воевать против Донбасса своего же народа. Выполнить Минск, потом уже, если уже такие дураки, ну, начали воевать. Ну, выполните Минск, объединиться и назад иметь страну. Нет. Получили сейчас все. Украина потеряла. И за 30 лет не построив ничего. А просите клянчить у всего мира патроны. Мы уже не говорим даже про оружие. Патроны клянчить. Потому что никто ничего не сделал за эти 30 лет, не построив ничего. И есть результат политики. Не Россия это сделала, а сама Украина, которые продались, кому они продались? Западу. Ну, при Кучме, который говорили пророссийский был, хотя сейчас живет в Монако, была рост экономики. Все было. Потом было что случилось? Майдан, революция, Ющенко прозападный пришел. Что пошло? Да, там был еще рост, который от Кучмы оставался. Потом дефолт, ну не дефолт, экономическая ситуация в мире, Украина в разруху пошла. Потом опять Янукович, 2 года, якобы пророссийский, там 4 года, якобы пророссийский, но он 4 года не пробыл свои. А все остальное время кто был? Западники. Когда Украина якобы теряла все, что можно было после первой революции и после второго Майдана. Западники были, большую часть независимости Украины. Они довели до разрухи, так званый Запад использовал Украину не для блага, а для воевать, чтобы с Россией. И извините, подоскать России. Вот это только единственное было для чего сделано. Все остальное Украина им было не нужно. И это мы опять виноваты, что наши элиты продались этому Западу. И мы опять, что будет в Вашингтоне, что будет в Вашингтоне. Надо было, ну, к сожалению, мне сердце разбивается кровью, что это все так происходит. Андрей, проголосованный законопроект о множественном гражданстве. Что это? Ну, оно начиналось, я помню, как лобби такое с диаспорой еще давно. Эти, помните, разговоры там еще есть судья Богдан Футей в Америке, его сын Андрей Футей, они там лоббировали Кличка в 2012 году еще до госпереворота. Это все начиналось как ублажение диаспоры. И оно должно было как бы быть такое, как бы, чтобы расширить типа наши границы, вот, привести назад инвестиции, люди будут бизнес складывать, если будут иметь украинские паспорта, не только американские, будут это как бы что-то хорошее. Но опять превратилось в то, что есть, это, я думаю, больше сейчас будет использоваться для того, чтобы тех, у кого есть второе гражданство, и кто приезжал на Украину все это время, потом ее не выпускать. Многие как приедут? Вот мы же типа американские граждане или еще кто-то, но мы должны будем выезжать. Ну, мы же не только украинские граждане. А сейчас это нет, потому что многих легализировали, многие там тоже имели, то есть диаспоры, и тех, кто повыезжал из Украины паспорта. И это чисто будет сейчас использоваться
начиналась как хорошая какая-то цель, сейчас будет использоваться для того, чтобы опять набирать и выпускать из Украины мужчин и пускать их на фронт. Вот и все. Чисто потому что типа украинская, по закону там считается, что украинская как бы привилегированное гражданство, ну, высшее гражданство в этом всем процессе. И его будут как бы использовать, если оно у вас есть, и есть второе гражданство. Второе, наплевать, есть украинское, мы вас не выпускаем, идите воюйте. Я думаю, чисто из-за этого. И пусть будут качать бабки, деньги. У кого есть бизнес, еще что-то, опять выкачивать, и чисто в этом процессе. Опять пагубный закон, который ничего хорошего Украине не принесет. Хотя еще тем более ущемляет права, описали, кто там, кого нельзя иметь, там, российское гражданство, еще там Нет, Венесуэлы, там Кубы. же не просто ущемляют права. Тут Я очень... знаю, они написали из того, что там те голосовали против ратификации там той или иной. Не-не-не, Хотя смотрите, того, можно забрать паспорт украинца. ну, и плюс еще забрать. То, что нельзя получить, кому можно, а кому нельзя. Ну это что, это ну, чистой воды нацизм и расизм. Только в такой форме через Украину. Так же самое, это вот показатель этого закона. Для чего и кому это надо. И так же самое здесь. Этих людей потом будут, всех, кого надо будет ущемлять и отправлять и качать, доить. Украина не созидала 30 лет ничего. Она только делала того, особенно последние 10-15 лет, для того, чтобы только уничтожать благо для элит, удержаться у власти и как больше, много больше получить денег. И все. Больше ничего хорошего из этого не получится. Да, друзья, давайте сейчас подведем итоги нашего вопроса и перейдем к вашим вопросам. Всем большое спасибо за то, что следите за эфиром, комментируете. Очень благодарен всем за интересные мысли в комментариях и в чате. Кто в большей мере виновен в затягивании прекращения войны в Украине? 3% Путин, 8% Трамп и 44-45% ситуация меняется Зеленский и Макрон с глобалистскими элитами Запада. Ну, то есть 90% практически мы имеем, что это Зеленский и Макрон или вообще там глобалистские элиты. Приятно, что у нас мысли с нашими зрителями у нас сходятся. Ну, с чего я начал этого процесса, так что это приятно, что мы у нас на одной волне сидим и общаемся. Это да. Переходим к вашим вопросам, поэтому пишите вопросы в чат и оставляйте. Ну, начнем с тех, которые оставили заблаговременно. Считаю, что это тоже, собственно, очень интересно. Сообщество YouTube. Здесь вот такие вопросы. Виталий, добрый вечер, Александр и Андрей. Вопрос. Если бы был проведен всемирный экзамен медиаструктур, какую среднюю оценку получили бы по шкале Геббельса они? Есть ли связь этой оценки и места или позы, в которой оказалось сейчас человечество? Заранее спасибо за ответ. Да, интересно. Смотрите, действительно, западные, как говорится, особенно западные медиа, а потом и наши на Украине, и все постсоветском пространстве, которые сидели на грантах Запада, как сейчас, которые просят, выпрашивают деньги, перед тем, как зайти на Униан, прочитать статью, надо согласиться, что ты просмотришь там рекламу. Хотя я отказываюсь, но не дают прочитать статью, опять заказ. Ну, элементарно качают у людей деньги или просто, чтобы рекламу втюхивают. Это спам. Пошло на то, что использовали действительно модель Третьего Рейха. Ну, кто и вообще Третий Рейх помогал консультировать, создавать не просто так, он был создан, и только там Гитлер сам прошел через это все направление и стал великим. Это была целая программа, под которой работали то же самое глубинное государство, которое было веками, начиная с революции в Франции, ну это так, из которых самое ближайшее, заканчивая всеми событиями, попытка завести Ленина в броневике и нацистской Германии Третьего Рейха, госпереворота на Украине и тому подобное. Да, используется модель полностью этого всего. Западные структуры перешли на полностью модель пропаганды. Посмотреть даже те новости, которые показывает Запад, CNN, Fox News, 4 новости или 5, крутят то же самое про Кардашьянс, еще что-то в мире происходит, тут события, которые надо развивать. Да, они включили там Израиль, Иран, потому что им надо нарратив, то же самое. И еще там какую-то левую параллельную информацию, которая вообще не должна там быть, хотя там события развиваются в других точках мира более интереснее, надо это показывать. Нет журналистики как таковой в мире, она уничтожается на Западе непосредственно.
то, в который верили мы все, этот великий голос Америки, радио Свобода, слушали под кроватью наши там папы, бабушки, дедушки, или кто там этим как бы занимался, но нету этого. Это все миф и профанация. Действительно, они, это там как вопрос был по шкале, ну, если 10 это максимальное, ну, они работают на 12 даже с плюсом. Эти все Вопрос, по программе. да, вопрос из суперчата. Спасибо большое за то, что поддерживаете всем. Значит, Алекс задает. Благодарю за Тележенко. Давно не было нормального анализа геополитики. Два вопроса. Андрей Григорьевич общается с Арестовичем в США? И готов ли Тележенко идти в большую политику? Спасибо. Арестовичем в США. Ну, я, во-первых, под санкциями в США. И не только в США, и на Украине. То я нахожусь в Швейцарии, официально могу так сказать, это моя страничка, я не скрываюсь где. Политическое убежище получил здесь, то я здесь нахожусь. С Арестовичем не общаюсь, я не считаю его политиком, который действительно видит оппозиционное направление на Украине, который может привести мир. Он может быть просто политиком, который есть, которого можно надо услышать, как бы все имеют право на голос, но я как лидера его не вижу, то дружеских отношений с ним нету места. Так что так вот. А про политику большую, ну, я думаю, еще рано думать про большую политику, пока идет война, потому что где быть политики, как на родной земле. Пока идет война и военные действия, думать надо про как достичь мир и искать правду людям, а не заниматься выборами. Те, кто занимается этот процесс выборами и зарабатыванием денег, я думаю, не имеют права не то, чтобы быть политикой, а должны быть как бы это морально неприемлемо с людьми иметь вообще какое-то дело. И в новой Украине будут даже люди, которые действительно болеют за Украину. Пока я болею за Украину и делаю все, что возможно для Украины. И правду говоря про ситуацию вокруг Украины. Кому-то нравится, не нравится, но она правда. Ну, то, что я это вижу. И Да, про политику будем думать, когда будет окончание войны. До этого я уже в политике, но я буду делать все возможное, если люди будут поддерживать, будем идти дальше. Пока, я думаю, надо достичь мира и регулярной ситуации с Российской Федерацией. да, Петр Скоморохов, вопрос. Не кажется ли вам, что это не Макрон и фон дер Ляйен, и Стармеры и прочие мерцы играют в дуду, под которую пляшет Зеленский, а это Зеленский пиликает на бандуре, под которую отплясывают эти персонажи? Ведь кто их таскает на всякие саммиты желающих и всякое подобное? Зеленский таскает. Им-то это все надо по десятому кругу. Или есть кто-то, кто дирижирует ими всеми вместе? Всеми вместе дирижирует глубинное государство. Не консерваторы, такие люди, как Сорос были, Билл Браудер, это фигура в Лондоне, это новый Сорос, можно сказать, и BlackRock и тому подобное. За ними стоят, за Макроном стоит банковский сектор и Ротшайлды, за Мерцем стоит BlackRock, за Старвером тоже стоит свое глубинное государство. Так что тут каждый из них, и тот же самый Зеленский, под ними всеми. Вот это их не формат. Это люди просто так же сами не суверенные, как и Зеленский. Вот почему они ездят на эти все форумы, через которые отмываются сотни тысяч, если не миллионы долларов каждый раз этот форум просто впустую. И это все понимают, и эти все на этом зарабатывают. Кому-то даже платят деньги, кто не хочет ехать, за то, чтобы поучаствовать в этих форумах. Как вот этим всем звездам, которые приезжали первые месяцы конфликта на Украине, Анджелина Джоли, оказалось потом по 5-10 миллионов долларов получали на карман. Да, значит, следующий вопрос. Глеб. Доброго дня. Вопрос. Андрей, сегодня прошла новость, что сбежал за границу вице-премьер Украины Чернышов. Скажите, а как вообще возможен побег фигур такого ранга без прикрытия властей? Спасибо. Ну, мы опять говорили, спасибо за вопрос по поводу этой ситуации. Он и есть власть, он и есть приближенный к Зеленскому. Он человек, который кидал уже ни одного патрона своего, я говорю про того штаба Павла Фукса, которого он кинул еще в 2019 году, ну или в 2020, вот так вот, то это такие люди, которые используют свою власть для того, чтобы бежать. Возможно, я говорю еще раз, мы многое потом увидим, не хочу много говорить, что это было все инициировано западными спецслужбами для того, чтобы выбить информацию из Чернышова и использовать. Так что будем смотреть, наблюдать за этим шоу.
развалом, к сожалению, нашей Украины. Так, вопросы из чата трансляции, те, которые вы написали. Спасибо всем большое. Значит, пользователь спрашивает, можно ли создать комитет из представителей областей и народов Украины для подписания договора о мире или акта капитуляции? Ну, я так понимаю, суть о децентрализации этого процесса. Областей назначает, все равно этих губернаторов все Зеленский назначает. Так что они уже есть по себе нелегитимные эти люди. И они же назначают там тоже потом ниже. Так что тут ситуация такова, что пока имеет только легитимную власть, это парламент на Украине, который может продолжать свою деятельность во время военного положения. Но если, я думаю, будет не лишним, если люди соберутся действительно как фигуры, которые представляют те или иные регионы области и скажут свою позицию, это будет большинство, я думаю, это будет не лишнего для того, чтобы был приблизить мир на Украине. Только большой плюс будет. Просто как это будет юридически, могут ли они подписывать документы с Российской Федерацией, они могут быть доподписантами того документа, который что они поддерживают. Это будет более давать документу больше, как говорится, легитимности среди народа. А как юридически непосредственно только как лицо, то я думаю, только парламент пока. Угу. Значит, Александр Кайдар, какая роль Турции в последующих событиях в Украине? Ну, роль Турции пока как площадка по переговорному процессу. Турция там имела свои контакты с Зеленским в начале конфликта по там, так званым этим Байрактарам и все остальное, но она уже как бы изжила себя. Сейчас она используется как площадка. Турция играет свою роль в этом процессе. Им более интересна Российская Федерация по газовым контрактам и атомной электростанции, которые Российская Федерация помогает строить на территории Турции. И те же самые турецкий поток, который один из основных потоков, который идет газ, ну, не в тех объемах, но в Европу идет газ. И так что Турция играет сейчас свою роль для себя и в своих интересах. У них сейчас еще Сирия, Ближний Восток, чем заниматься. Украина им как таковая, просто как стабильная страна в этом регионе, более в этом процессе интересна, чем в том, который есть, когда идет конфликт. Вот почему они и так выступают яро посредниками. Серг спрашивает, когда закончится война? Все хотят как можно быстрее. Когда, я думаю, придет трезвый разум кому-то наверху, когда Америка перестанет торговать Украиной сейчас в этом процессе и выведет свои спецслужбы и перестанет давать разведданные Starlink на Украину, я думаю, закончится очень быстро. Просто уже понимание дальше воевать за что. Воевать за то, чтобы до последнего человека, воевать, чтобы Зеленский удерживался у власти, воевать, чтобы людей дальше кидали, как скот с улицы забирали на убой. За что воевать? Воевать надо за то, чтобы оставить, сохранить то, что осталось, и за будущую жизнь. Вот это за то, что надо, а за это не надо воевать, за это надо уже подписывать мирное соглашение. Вот. Это у нас есть сейчас шанс. Так что как только это будет, как только администрация Трампа прекратит торговаться Украиной с Российской Федерацией по разным другим вопросам в мире и выведет отсюда, думаю, мир будет довольно быстро. И потом надо после мира еще будет довольно дестабилизация долгая на Украине и Махновщина, пока они дестабилизируются, реально власть придет на местах и возьмет эту ситуацию в руки. Ну, главное мир, а там будем уже дальше жить. Вопрос от Наташи. Если Нетаньяху сбежит, то война останется в Израиле? Ну, инициатором большинства этой ситуации по войне на Ближнем Востоке сейчас это Биби, да, это Нетаньяху. Если его не будет, ситуация может остыть и вернуться на более прогнозируемое направление, чем Биби, который подталкивает эту именно военное действие. Да, там есть сильное лобби Израиля в Америке, как мы прошлом говорили, но инициатором для Биби эта война важна была, как и по Газе, чтобы держаться у власти. Так же самое для Зеленского. Ну, просто Биби более независимая фигура в этом процессе. Так что, я думаю, она бы дало бы шаг назад и до деэскалации пошло бы, а не навязывание и продавливание военных действий, что делает сейчас господин Нетаньяху
Я знаю его тоже окружение и ряд, не только те, которые финансировали Трампа, и ряд послов за границей, с которыми имел дело. Люди любят все деньги, любят власть. К сожалению, вот это то, что движет сейчас этими всеми конфликтами. Мгм. Значит, ну, тут спрашивают, сбежит в Ростов Нетаньяху? Я думаю, в Майами, там, где у него сына дача. Ну, кто знает. Юрий Метелев, вопрос в связи с геополитикой. Вопрос, Китай будет осуществлять блокаду Тайваня? Ну, оно его и так осуществляет время от времени. Тайвань, надо понимать, у Китая там все уже, можно сказать, взято, только надо военным путем это уже дожать. Ну, военным или паравоенным путем через по Тайвань. Там все признают в основном, что Тайвань это часть Китая. Это как бы основа уже есть. Так что там просто надо это сделать физически, каким путем это или будет военным, или блокады. Блокаду время от времени там устраивают через якобы военные там проходы военных кораблей вокруг Тайваня. Но самая главная горячая точка может быть Филиппины. Тайвань это вот как вишенка на торте, который Китай заберет. Филиппины, которые, как Украина, и поделены, и штучно поделили между про-китайским направлением и про западным, часть проамериканская, часть про-китайская. На проамериканской территории американцы хотят поставить базу, которая с ракетами, которые будут достигать Пекина, на что может опять разореться там более даже серьезная война, чем с Ираном, я про это тоже неоднократно говорил. Может быть такая серьезная горячая точка, на это надо более обращать внимание, чем по Тайваню. Мгм. Так, вопрос еще вот такой. Удастся ли избежать ядерной войны или катастрофы на ядерных объектах? Ну, я так понимаю, Ближний Восток. Ну, еще раз, то, что там заявляет МАГАТЭ, как такового нету, но выкидов ядерных, они все находятся глубоко под землей. Даже если будут удары по этому процессу, надежда есть, что оно как бы не вытечет и не загрязнит территорию вокруг себя. Это раз. Плюс это как бы в первую очередь, на что рассчитаны эти все бункера, чтобы их безопасить не только от ударов, а чтобы и выкидов радиации. Это все зависит сейчас в руках лидеров. Пойдут ли они на эту эскалацию уничтожения и ввязывания Америки в эту ситуацию, и уничтожения ядерных объектов в Иране. Хотя, еще раз, это все ну, выходит за нормы адекватности, когда просто, я дам свое мнение по этой ситуации, когда Израиль просто бьет не только по военным объектам, бьет просто по гражданским объектам и объектам энергетики чужой страны, хотя они уже больше 30 лет заявляют, что завтра будет ядерное оружие, а его нет. Так само, как Колин Пауэлл тряс пробиркой в Объединенных Нациях. Напоминаю ту же самую историю. Запад притягивает эту войну, чтобы больше удержать себя у власти там, или удержать своих людей у власти на Ближнем Востоке и заработать на этом каких-то денег. Вопрос от Ларисы Агеевой. Глядя на происходящее в мире, к какому выводу склоняетесь? Люди от обезьяны или все-таки по образу и подобию Божьему? Ну, все-таки люди, я верю в Бога, и потому что мы подобию Господа Бога, но есть же понимание, что есть зло. И зло, которое действует, и которое пытается взять нашу душу и использовать ее в своих целях. Темных сил, которые, как говорится, тягивают нас и, как говорится, из чадия это ада приводят в наши души, и потом действуют такие люди, как Зеленский, которые просто ведут и ну, уничтожают все вокруг. Это как пример. Так что я все-таки верю, что есть добро и зло, есть Бог, который нас создал. И мы должны верить в Бога, верить в добро, идти на этом пути. И даже если мы все грешные, даже исходя из этого, мы должны стремиться к тому, чтобы быть с Богом. Потому что это добро и это свет, который нас будет вести к лучшему. А то все остальное, зло никогда не победит. Никогда. Да, на этой ноте закончим наш сегодняшний разговор. Я благодарен вам, Андрей, за время и мысли. Спасибо большое всем, что нас смотрели. Александру спасибо. Всех благ. С Богом. Да, друзья, добра и света. Увидимся обязательно. Не забудьте поставить лайк и подписаться. До скорого.